我的能力也为你所用。当我从积雪之中爬出来，发现我的身体里多了一股力量。千年魂环，这个冰碧蝎成了你的第二魂环。Хуэйхао успешно получил кость туловища и позвоночника от ледяной императрицы Скорпиона. Теперь подошла очередь духа и духовного кольца. Каким будет первое кольцо Хуэйхао на втором духе? Красным 400 тысяч лет, или же его сила будет запечатана, как это было с ледяным шелкопрядом? Хочу поблагодарить всех вас за 2000 лайков под предыдущим видео. Да еще так быстро. Это значит, продолжение рассказа о некроманте обязательно выйдет, но в пятницу по расписанию канала. Ждите интересный видеоролик. Что насчет кольца Хуэйхао? Удивительно, но духовное кольцо, мерцающее ослепительным светом, поднялось от ног Хуэйхао. Это духовное кольцо было необыкновенным, оно сияло пугающим кроваво-красным светом. Это благородное холодное духовное кольцо сияло блеском, напоминающим кровавое море, и излучало из себя безграничную мощь. На нем находилось 4 золотых узора, что говорило о возрасте не просто в 100 тысяч лет, а в 400 тысяч лет. Переплетение красного и золотого цвета было чрезвычайно ослепительным. В тот момент, когда появилось это духовное кольцо, внезапно произошла трансформация ауры Хуэйхао. Аура опустошения, которая пришла из древних времен, излучалась из его тела. На его спине было выбито изображение ледяной императрицы, пара клешней и нефритово-зеленый хвост, а на руках появились алмазоподобные выступы. У Хуэйхао получилось. В этот момент слезы потекли из его глаз. Он пережил слишком много боли ради успеха. Кольцо было 400 тысяч лет, хотя императрица Скорпионов достигла 399 900 лет. Почему? Дело в том, что во время процесса слияния ледяной шелкопряд использовал свою энергию происхождения, чтобы помочь ледяной императрице. Благодаря этому она смогла пробиться на новый уровень и поднять духовное кольцо до ранга 400 тысяч лет. Хотя отличие было всего в 100 лет, разница в качестве между ними была огромной как пропасть. Разница была точно такой же, как между 300 тысячелетним кольцом и 400 тысячелетним духовным кольцом. С духовной кости туловища, полученной от ледяной императрицы, сила тела Хуэйхао увеличилась как минимум в 5 раз, и выносливость также значительно возросла, так что теперь он может выдержать по крайней мере духовное кольцо 3000-летнего духовного зверя. Это также причина, почему ледяной шелкопряд сначала приказал отправиться на крайний север и пробудить второй дух, прежде чем получить второе кольцо на духовные глаза. Хотя кольцо ледяной императрицы было красным, но Хуэйхао все же может использовать только очень небольшую часть ее силы. Тем не менее, с увеличением рангов он сможет раскрыть весь потенциал. Итого, вместе Хуэйхао получил 4 духовных навыка в дополнение к кости туловища, которая уже идеально слилась с ним. Красное кольцо дало 2 навыка, и духовная кость тоже дала 2 умения. Когда каникулы закончатся и Хуэйхао вернется и покажет то, что приобрел за месяц, ожидается шок не только учителей, но и всех одноклассников. Это стоит увидеть. Какие же 4 навыка дало кольцо и кость в 400 тысяч лет? Они очень могущественные, это факт. Первый навык – клещи ледяной императрицы. Это способность чистой силы. Она превращает руки и предплечья Хуэйхао в клешни ледяной императрицы Скорпиона и значительно увеличивает его силу. Каждый алмазный кристалл на них обладает мощной преломляющей силой и сам по себе может использоваться как оружие, увеличивая силу и нанося большой урон в ближнем бою. Второй навык – доспехи ледяной императрицы. Это чисто защитная способность. Она покрывает все его тело чрезвычайно прочными кристаллами льда. Не будем забывать о самом втором духе Хуэйхао – ледяная императрица Скорпионов. Это самый прочный тип льда. Он может заморозить все, даже силу души. Он подавляет любой другой тип льда и оказывает сдерживающий эффект на всех мастеров душ ледяного типа, даже если они сильнее его. Хуэйхао мог даже перехватить их контроль над льдом и перервать их способность. У абсолютного льда нет стихийной слабости. Его нельзя растопить любым типом огня, кроме абсолютного огня. Посредством физического контакта Хуэйхао может объединить свой абсолютный лед с другими пользователями ледяного типа, чтобы увеличить их силы. После успешного поглощения кольца и кости, Хуэйхао и ледяной шелкопряд отправились на восток, чтобы получить второе кольцо. Так как он был 20 ранга, перед ним появился выбор – получить еще одно духовное кольцо для своих духовных глаз или для боевого духа ледяной императрицы. Ледяной шелкопряд посоветовал скрывать свои способности. Все потому, что первое духовное кольцо ледяной императрицы слишком примечательное. Также мастера с 2 духами должны решить, какой дух тренировать первым, чтобы, став сильнее, добавлять ко второму духу только высокоранговые кольца. Если надевать кольца одновременно на обоих духах, теряется все преимущество владения 2 духами. Хуэйхао решил совершенствовать свои духовные глаза,
А как только его сила станет достаточной, то продолжит добавлять духовные кольца к духу Ледяной Императрицы. Поэтому Хуэйхао получил второе кольцо на духовные глаза, возрастом 3000 лет, и поспешил в Академию. Однако опоздал на 1 день. Ох, как будет интересно, когда Хуэйхао попытается объяснить все учителям. Он такое сочинил. Но второй дух показал, и даже первое кольцо. Рассказать о Ледяной Императрице в 400 000 лет он не мог, как и о Красном кольце. Но показал фиолетовое тысячелетнее кольцо, которое также всех удивило. Просто у него появился навык имитации. Ждем это в серии. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему Хуэйхао объяснит свое красное кольцо, кость и второй дух. Подписывайтесь на канал и всем пока.